Всем привет! Сегодня буду делать торт для себя на свой день рождения, для моих друзей. Они, слава богу, готовы ко всем моим экспериментам, но сегодня особо экспериментов не будет. Единственное, что будем добавлять коньяк и будет крем-чиз шоколадный. Для начала мы делаем конфи. Конфи у меня будет с вишней, с грецким орехом и с коньяком. Точно такие же прослойки я делаю для торта, который в моем списке начинок называется Диана. Единственное, что я не добавляю туда коньяк. Добавлять алкоголь в выпечку – это дело каждого. Алкоголь все равно при высоких температурах весь испаряется, и остается лишь коньячный или ромовый привкус. Для конфи мне понадобится сахар, желатин, крахмал, мороженая вишня, грецкий орех, я его немного измельчила, и коньяк. В сотейник отправляем вишню, сахар, крахмал и сюда же коньяк. Ставим сотейник на средний огонь. Смесь постоянно помешиваем, доводим до кипения и провариваем в течение 5-7 минут. Пробиваем все это дело блендером и оставляем смесь остужаться до 60 градусов. В остывшую массу мы заливаем растопленный желатин. Растапливала ее в микроволновке. Все хорошо перемешиваем. Даем смеси также остыть, примерно где-то до 30 градусов, или до комнатной температуры. В любом случае желатин у вас начнет застывать только в морозилке, либо в холодильнике. И в остывшую массу практически комнатной температуры мы всыпаем орехи. Все хорошо перемешиваем. И будем разливать по формам. Форма резаки у меня 16 см в диаметре, и дно я затянула пищевой пленкой. Примерно на каждую форму уходит у меня по 300 граммов смеси. И отправляю заготовки в морозилку. Обычно это где-то от 5 до 12 часов. Застывают они очень быстро. Обычно на ночь я отправляю и к утру уже начинаю собирать торт. Для своего торта я буду делать шоколадный крем-чиз. Так захотел мой любимый оператор. Я торты особо не ем, поэтому ориентируюсь именно на его вкус. Мне нужно будет какао. Хорошего качества выбираем. Сливочное масло, творожный сыр, темный шоколад, сливки 33% и сахарная пудра. Сливки мне необходимо нагреть, они должны быть горячие для того, чтобы растопить мой шоколад. Сливки я буду подогревать в микроволновке, можно это сделать, в принципе, в сотейнике и на плите. Залили шоколад горячими сливками и ждем, пока весь шоколад растопится. Затем, уже когда хорошо перемешали, остужаем массу до комнатной температуры. Масло мы будем взбивать вместе с сахарной пудрой. Температура масла должна быть от 19 до 21 градуса. Это самая оптимальная температура для взбивания. И масло у меня 72%. Все, взбили масло с сахарной пудрой в течение где-то примерно 7 минут. В общем, чтобы сахарная пудра растворилась. Теперь сюда добавляем какао и будем еще взбивать примерно где-то минуты 3 или 5. В это время я буду также взбивать миксером ручным сливочный сыр вместе с моей шоколадной заготовкой, с ганашем. Забыла сказать, что сливочный сыр у меня охлажденный, это обязательно. Теперь соединяем обе массы шоколадные. В несколько этапов я добавляю масляную смесь к сливочному сыру. И на маленькой скорости, но здесь она уж очень сильно маленькая, я буду делать на пятерке, наверное, то есть ближе к среднему. Будем соединять обе массы. Делаем это в несколько этапов и крайне осторожно. Все, соединили обе массы, и наш крем готов, можно собирать торт. Коржи я испекла накануне, они у меня ночь провели в пленке в холодильнике. Я буду использовать кексовый шоколадный бисквит на кефире. Рецепт я уже давала, и ссылка будет в описании. Выпекла я сразу в двух формах 20-сантиметровый бисквит, и теперь мне нужно разрезать пополам. Я буду использовать только 3 коржа. Четвертый я также опять заверну в пленку и отправлю в морозилку. Он мне пригодится, когда я буду делать кей-попсы. Торт собирать буду в кольце. И у меня здесь еще пленка от сахарной бумаги. Вот такая вот высокая. Мне очень удобно именно с ней собирать торты, так как она плотнее, чем ацетатная пленка. И чтобы пленка не отставала от кольца, я смачиваю ее водой обычной, и она пристает очень хорошо. Коржи я буду пропитывать. Это вишневая пропитка. Как я ее делаю, я уже тоже показывала. То есть сок после разморозки вишни, несколько ягод вишни и сахар и вода. Все это провариваем, и получается замечательный сироп. Крема у меня, как видите, очень много, так как я им также и буду выравнивать этот торт. Крем у меня на масляной основе, поэтому он отлично подойдет для выравнивания торта, для его покрытия. Кладем на крем нашу заготовку вишневую. Стараемся, чтобы ровненько было. И утапливаем. Все это сверху опять прикрываем кремом. Главное, чтобы по бокам вот эта вот бороздка, она была полностью закрыта кремом, иначе будут дырки потом, после того, как вы пленку снимете. Кладем следующий корж, опять пропитываем его.
Кладем вторую вишневую заготовку. Кстати, вот эти вот заготовки конфи я сделала заранее, еще вчера вместе с коржом. Так как торт у меня достаточно популярный с такой прослойкой, они мне всегда пригодятся. Те, которые я сегодня делала на видео. Последний наш корж также пропитаем и уложим его. Торт отправляю в холодильник примерно где-то на 6-8 часов. Хорошо пропитаться, отстояться. Остатки крема я закрываю пленкой в контакт, обязательно, чтобы не было конденсата, и отправляю также в холодильник. На этом это видео заканчивается, так скажем, это первая часть. Оформление будет в следующем видео. Ну и разрез, конечно же, вы увидите фото, как же без него. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго. Видео с начинкой торта мы уже отмонтировали, и я тут внезапно решила, что не хочу я выравнивать торт именно кремом чиз шоколадным, я сделаю творожный крем. Я уже неоднократно говорила, что это мой любимый крем, я просто знаю, как он себя ведет при перевозке. Так как я не буду выравнивать торт ганашем, а сразу покрою его кремом, для меня очень важно знать, что мой торт никуда не съедет и будет стабилен на подложке. Творожный крем отлично будет сочетаться с кремом чиз, так как они с одной семьи, поэтому я не думаю, что какие-то будут разногласия во вкусе. Поэтому будем делать творожный крем.